Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео про 3 аромата. И я хотела как-то давно так не было. У меня как-то, когда обычно дают тестеры, я как-то пользуюсь ими и потом забываю, и мне уже как-то не хочется иметь эти парфюмы у себя. Здесь мне недавно дали 3 тестера, 3 пробничка, и после которых у меня появилось огромное желание купить эти ароматы в полном флаконе. Ну, и хотя бы миллилитров 20-10 точно. И первый аромат, с которого я начну, это аромат Flower by Kenzo. Eau de Parfum именно. Это очень старый парфюм уже на рынке, он вышел очень-очень давно. Он очень знаменитый, но я на него почему-то не обращала внимания. Вот если бы не вот этот пробник, я всегда проходила мимо него. Это настолько красиво, это такая красивая пудра, пудра, цветы, неимоверно и сочный, и яркий, и очень такой, знаете, женственный. Тоже аромат вне времени, настолько приятная, вот такая аура обволакивающего, мягкого, комфортного средства, такого уходового. Очень красиво, очень нежно, очень женственно. Вот если бы не вот этот пробник, я бы никогда в жизни не подошла бы к этому аромату и никогда бы его не попробовала, потому что я вообще как-то Кензо люблю, у меня есть любимый аромат, это Лимон Тебо, это у меня любимый весенний аромат, но остальные ароматы мне тоже нравятся, но как-то вот на эту именно серию, на эту линейку я вообще никогда не обращала внимания. И вот там очень много уже фланкеров, но именно вот этот классический Eau de Parfum Flower by Kenzo самый-самый классный. По крайней мере, вот для меня. Я попробовала вот этот пробник, я его с удовольствием на себя весь вылила, с удовольствием им пользуюсь. Он просто, вот знаете, никогда не думала, что вот этот аромат в таком, ну, достаточно простом, я считаю, ну, приятном таком прозрачном флаконе, какую-то колбу напоминает. И никаких тут нет ни красивых, допустим, флаконов, как у Шалимар, да, нет каких-то, какая-то простота, ясность, какая-то колбочка, и там мак. Вроде бы мак вообще здесь как бы и ни при чем, но это настолько красивый аромат, это такая действительно шикарная пудра. Если вы любитель пудры, то это вот обязательно попробуйте. Вот я интересуюсь парфюмерией, да, и я всегда почему-то проходила мимо этого аромата. И это настолько было мое такое заблуждение, настолько приятный, настолько женственный, цветочный. Ой, просто какое-то вот облако нежности какое-то. Еще один аромат, который я тоже захотела сразу, так как у меня появился вот этот вот пробничек, это нарцисса Eau de Parfum Ambre. Это тоже, у меня есть видео, я рассказываю про этот аромат, у меня даже ничего не осталось, настолько он мне понравился, я весь его на себя вылила. Это очень приятный амбровый аромат с характерной ноткой вот немножко нарцисса, есть там все-таки мускус нарцисса, но при этом очень красивая амбра. В общем, настолько тоже позитивный, немножко напоминает какие-то средства для ухода, загара, что-то немножко близкое к терракоте, но терракота это явный пляж, а здесь все-таки такой, знаете, аромат более адаптированный к городской жизни, такой аромат для приятной летней прогулки. Действительно, он летний, но он прекрасно, конечно, идет и в холодное время года, потому что такие вот приятные воспоминания, тепла, какого-то загара, солнца, сразу навеивает вот эти мысли. Вот этот красивый тоже морковный флакончик, безумно жизнерадостный, позитивный. Аромат, который прям вот хочется вдыхать, хочется носить, хочется себя окружить им.
И я говорю, очень редко бывает так, что я пробую какой-то аромат и хочу его сразу купить. Обычно, когда у меня бывает пробник, я пользуюсь им и был у меня аромат, отметила себе и быстренько о нем забываю. Но вот этот аромат, который я хочу тоже купить обязательно, потому что он очень-очень мне понравился. Ну, еще один аромат, это тоже тестер, это Carolina Herrera, и это Good Girl Eau de Parfum. Мне дали вот такой вот тестер, я его тоже носила с удовольствием. Это красивая тубероза, цветы, ваниль, какая-то зефир, что-то такое пралине, что-то такое приятное, десертное. Безумно-безумно вкусный. В общем, экономила. Поняла, что тоже этот аромат необходим мне. И не заставила себя долго ждать. Купила этот аромат. Купила, правда, его в маленьком флакончике. Здесь 10 миллилитров. Потому что решила себя пока держать в таком в узде. Ароматов много, чтобы ароматами всеми пользоваться, чтобы мне аромат не надоел, я решила его сначала взять в 10 миллилитров. Единственное, мне не очень нравится флакончик, вот, и я поэтому взяла вот такую вот ручечку. Во-первых, очень удобно, очень красивый тоже, такой красивый синий цвет флакона, и это roll-on в таком, вот, и не удержалась. Очень красиво, очень ярко. Вот красивый люкс. При том, что это люкс, звучит он очень дорого. И чем-то напоминает действительно Kilian Rolling in Love. Очень похоже. Очень похоже. В общем, красивая тубероза, пралине, цветы. Очень женственный, такой, вот знаете, прям вкусный. И я хочу сказать, цены на этот аромат очень поднялись. И 30 миллилитров я видела по цене 60 или 70 евро. Уже вот такая вот цена за 30 миллилитров. Что-то как-то дороговато, конечно, стало стоить. В общем, но мне не нравится флакон вот этой туфельки. Как-то он меня немножко отталкивает. И вот я решила сразу купить себе вот такую вот ручку, которую удобно с собой куда-то носить. Его прям так приятно наносить и после душа, и вот даже когда на ночь немножко, одну капельку, и такое, знаете, приятное такое облачко какого-то десерта вкусного, что-то такое конфетное, немножко цветов. Просто необыкновенная приятная аура вокруг. Вот, это 3 пробника, после которых мне захотелось сразу купить себе флаконы. Такое бывает очень редко. Я еще раз повторяюсь, я обычно использую тестер, использую пробник и ставлю отметку, что я им попользовалась, что он у меня был, и прекрасно забываю об этом аромате. Но не в этом случае. Эти ароматы все 3, и Flower by Kenzo, и Narcissa Ambre, и Carolina Good Girl, просто сногсшибательные, красивые, прекрасные ароматы люкса. Если вы с ними не знакомы, хотя я думаю, наверное, знакомы все, то попробуйте. Они восхитительные, они великолепные. Конечно, сейчас цена за люкс тоже очень сильно увеличилась, и ароматы люкса стали стоить почти так же, как приближаются к цене нишевой парфюмерии. Ну, я вот люблю люкс, например. Как-то мне он понятнее, мне он как-то ближе. Конечно, есть плюсы в нишевой парфюмерии, то, что там такие вот искусные какие-то нюансы, изысканные носы его создают. Не все понимают эти ароматы, не на каждый ты этот аромат встретишь. Но я, в принципе, все-таки люблю ароматы именно из люкса, потому что мне они понятнее. Они, конечно, может быть, они рассчитаны на более массовое потребление, но все-таки я считаю, что нравится большинству, то не может быть
плохо сделано. Да, если эти ароматы завораживают, нравятся, тем более Flower by Kenzo, это аромат вообще уже существует много-много лет на рынке, и при этом он остается актуальным, шикарным, красивым. Это просто такая красивая пудрочка, ну вот такая вот, знаете, вот сделана очень со вкусом именно Япония. Сразу понимаешь, что это японский парфюмер, хотя он уже и француз, можно сказать, но все-таки аромат очень красивый, очень. Вот. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Я вас немножко развлекла. Пишите свои любимые ароматы из люкса, то, что вы попробовали и сразу же захотели купить. На этом все. Хорошего вам дня, хорошего, прекрасного настроения и пока-пока.